Сегодня для путешествующих по миру нет никаких преград. Многие уже не ограничивают себя поездками в Турцию, Египет или Таиланд. Однако, наверное, далеко не каждому удалось побывать в Латинской Америке. А на этом континенте есть что посмотреть. Например, можно отправиться в необычную пустыню с белоснежными песками в национальный парк Ленсуа-Маранхензес. Она находится на северо-востоке Бразилии. Огромная территория в 1500 квадратных километров засыпана золотистым песком. Но даже не дюны привлекают сюда туристов, а то, что находится среди них. Пустыня, по идее, должна быть засушливой и безводной, однако в парке Ленсойш она наполовину заполнена пресной водой. Бирюзово-голубая вода блестит на солнце среди белоснежных песков, и если посмотреть на нее с самолета, то она напоминает белую простынь, которую хорошенько намочили и собираются постирать. Поэтому парк и назвали Ленсуа-Маранхензес, в переводе простыни Мараньяна. Парк расположен в непосредственной близости от экватора по соседству с Атлантическим океаном. Это уникальное природное явление настолько далеко от реальности, что его легко принять за мираж. Волнообразные пейзажи заповедника с высоты птичьего полета можно принять также за снежные заносы. Они образованы естественными лагунами и песчаными дюнами. Рельеф формируется и меняется под воздействием ветров, дующих с побережья Атлантического океана. Сильные порывы образуют дюны высотой до 40 метров. На первый взгляд парк похож на типичную пустыню, но это не так. Поскольку Ленсуэс-Мараньенсес соседствует с бассейном реки Амазонки, он подвергается регулярным атмосферным осадкам, их здесь выпадает в 300 раз больше, чем в Сахаре. С января по июнь в парке льют проливные дожди, и вода, не успевая уходить в грунт, накапливается в долинах между дюнами. В результате мы получаем космический пейзаж, уходящие за горизонт белоснежные песчаные дюны, разбавленные сказочными по красоте синими и бирюзовыми лагунами. Этот фантастический ландшафт вдается вглубь материка почти на 270 километров, а протяженность дюн вдоль береговой линии составляет около 44 километров. Для сохранения уникального природного творения, 2 июня 1981 года пустыне был присвоен статус национального парка. Сезон дождей в пустыне длится всю первую половину года. В это время, с июня по ноябрь уровень воды в озерах поднимается до своего пика. Это лучшее время для посещения туристами национального парка Ленсойш-Мараньенсеш. Осадков выпадает столько, что вода просто не успевает уходить в грунт и остается на поверхности в виде роскошных по внешнему виду лагун с теплой водой. Сочетание синих и зеленых озер на белоснежном фоне песков потрясают своей красотой. Водоемы различны по размерам, иногда они достигают длины до 300 метров и имеют глубину около 10 метров. Водоемы с водой голубых, синих и зеленых оттенков будто бы находятся в ловушке между огромными белоснежными дюнами. Несмотря на почти полное высыхание заливов в сухой сезон, продолжающийся с июня по ноябрь, в некоторых лагунах во время сезона дождей можно обнаружить мелкую рыбу. Песчаные образования и лагуны этого бразильского парка являются уникальным геологическим явлением, сформированным в течение тысяч лет. Ландшафты, напоминающие снежную пустыню с сугробами и льдинами, привлекают в заповедник тысячи туристов.
Такие соревнования по кайтсерфингу возможны из-за близости океана и частых сильных ветров. За счет этого дюны постоянно перемещаются. До 80% песка находится в постоянном движении, гонимой сильными ветрами, из-за чего формируются причудливые узоры на поверхности. Если постоянно приходить на одно и то же место в разные дни, то с удивлением можно обнаружить, как изменился ландшафт. Однако некоторые дюны надолго закрепились на своих местах и поэтому приобрели даже свои имена: Лагоа да Гейвота, Лагоа Асул, Лагоа Бонита. Эти берега облюбовали многочисленные отдыхающие, которые с мая по сентябрь проводят здесь пляжный сезон. Вода в дюнах пресная, при небольшой фильтрации вполне пригодна для питья. Для купания в самый раз, особенно после прогулки по пустыне при здешних летних температурах под 40 градусов Цельсия. Эта пустыня удивительна еще и тем, что здесь благополучно проживают многочисленные представители флоры и фауны. В бирюзовых лагунах плавает рыба, чью икру с океана приносят птицы. Водятся черепахи, крабы и креветки. На плодородных островках произрастают мангровые деревья, которые достигают 12-метровой высоты. В этих оазисах живут олени, зайцы и другая живность. Обитают здесь и люди. Свои хижины они строят из пальмовых листьев и грязи, а свой род деятельности они меняют в зависимости от сезона. В засушливый сезон они разводят коров, коз и кур, выращивают фасоль, маниок и орехи кешью, а в сезон дождей продают отдыхающим рыбу. Находящиеся неподалеку населенные пункты обеспечивают отдыхающих всем необходимым. Для туристов вблизи парка уже начато строительство отелей и туристической инфраструктуры. Въезд бензиновому автотранспорту в парк запрещен, поэтому движение организовано на велосипедах и электромобилях. Популярность парка Ленсуа-Маранхензёс постоянно растет, число туристов, посещающих его, увеличивается из года в год, и это легко объяснимо. Такое необычное сочетание, белоснежные пески и прозрачно чистая бирюзово-голубая вода, все это гармонично сочетается вместе, завораживая взгляд. Самым лучшим временем для посещения этого чуда природы является период с июня по сентябрь, когда уже достаточно солнечно, но лагуны еще наполнены водой. Чтобы посетить Ленсуэс Мараньенсис, билет лучше покупать в Сан-Луисе, столице штата Мараньян. Заказать экскурсию можно также в Барreirinhасе, городе, расположенном в непосредственной близости от национального парка. Именно из этого города начинаются все маршруты по Ленсуэс Мараньенсис. Автобусные маршруты соединяют Сан-Луис с Барreirinhасом. Расстояние между городами составляет 242 километра по автотрассам, время в пути около 4 часов. Также добраться до национального парка можно на воздушном такси из Сан-Луиса. Это один из лучших вариантов путешествия, ведь с воздуха можно наблюдать великолепные пейзажи лагуны и белоснежных дюн. Время в пути на одномоторном самолете 50 минут. Из Барreirinhаса туристы часто добираются до парка на арендованных джипах, которые способны справляться с ухабистой местностью. Так как дорога в пустыню лежит через реку, надо сначала перебраться через нее на пароме.
Вход в национальный парк бесплатный, а за катание на велосипедах и сэндбордах придется заплатить. Экскурсионные туры по лагуне осуществляются на внедорожниках 4×4. Большинство из них стартует ранним утром. В среднем поездка и прогулка по белоснежным дюнам занимает полдня. Дорога до дюн представляет собой извилистый лабиринт по рытвинам и ухабам, и никакие Google карты здесь не помогут. Рассекать дюны можно как на специально оборудованных внедорожниках, так и на квадроциклах. Жаркая погода при этом помехой не будет, в любой момент можно искупаться в одной из лагун с кристально чистой водой. Также можно отправиться на прогулку по реке Пригисас на моторных лодках или катерах. Из соображений безопасности передвижения по парку возможно только в сопровождении профессионального гида. Сопровождение гида в турах по национальному парку Ленсуэс Мараньенсис, в частности во время прогулок по дюнам, поездок к пляжу Кабер и катания на лодках является обязательным условием. Местное население не всегда благожелательно относится к туристам. Найти гида несложно. В Барейриньясе базируется множество туристических агентств с маршрутами на любой вкус и кошелек. В парке запрещено оставлять мусор и любые следы жизнедеятельности человека, поэтому все отходы необходимо забирать с собой. Планируя поездку, обязательно включите в свою программу время, чтобы посмотреть закат в дюнах. Это бесподобное, волшебное зрелище. Песчаные дюны на фоне заходящего солнца – загадочное место, где каждый сможет оценить буйство природы и насладиться им. Каждый восход солнца и закат в парке незабываемы. Приехав сюда в период, когда формирование водоемов уже завершено, с июня по октябрь, вы получите незабываемые впечатления об этих местах, и о своем путешествии вы никогда не пожалеете. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Удачи вам и до новых встреч!